Друзья, всем привет! Такая вот телега. Сейчас мы выбрались опять же полетать. Хотели снова пульнуть куда-нибудь вот туда вдаль, но не тут-то было. Сегодня, в принципе, нормальная погода. Как видно, вон штырь стоит, которая с ветром, и показывает, что ветра практически нет. Там, конечно, чуть больше, здесь чуть меньше. Там вверху парапланерист нагоняет, а я тут сижу, свой дальнолет кручу. Суть в том, что сплит не хочет работать. Вот не хочет, хоть убей. Не знаю, что с ним делать. То есть он запускается, пиликает, но картинка не появляется. Я сейчас подключил видеопередатчик напрямую без OSD. Чисто вот напрямую видео к видео. Все равно ничего не работает. Не знаю, но сейчас времени особо разбираться сидеть нету. Поэтому я сейчас просто уберу отсюда сплит, поставлю другую камеру. Ну что, все хорошо? Ну как тебе сказать, понимаешь? Ругаться-то нельзя. А такси? Парни, USB отвалился. Вот не день, а говно какое-то. Ну сейчас я его припаяю, это не проблема. Но это опять вот целиком разбирать, собирать. Уже 2 часа сижу, взлететь не могу, потому что то одно, то другое. Ой, не знаю. Мне вообще кажется, сегодня не стоит лететь, а? Отличная тема долголета. Прям изумительная. Да при чем тут долголеты? Это что это? Именно из-за долголета, что ли? Да любой коптер так берешь, и день не сложился. То отвертка сломалась, то коптер развалился, то, не знаю, камеру оторвало. Как видите, ребята летают себе в небесах. А я и все нет. Ребята в тандеме летают. А Аник все паяет. Отвалил. У него проблемы, а на меня ругается. Ну, вроде впаял я USB. Настроили, перенастроили. Проблема в том, что сплит был под NTSC настроен железно без автомата. А эта камера впала, OSD не показывалась. Теперь перенастроили. OSD есть, но летим. Полетели. Сейчас соберу, да полетим. Если он взлетит, конечно. Самый лучший день уходил вчера. Он явно был не сегодня, это точно понятно. На Он лицо. в воздухе, еще поймал спутников дофига. Пропы отбалансировали. Ну, правда, сплита теперь нет, но летает вообще просто красота. Тихо, спокойно, мягонько. И висит идеально, просто в точечке. Он так высоту держит, позицию держит, все как надо. Сейчас еще чуть летим, возврат домой проверим. Возврат? По-моему, метров 100 он должен развернуться. Ну, вроде домой летит. Взлетали с коврика, так что он должен на коврик примерно приземлить. Что-то он четко мимо пока идет. Садить приходится в руку. Ну, так-то лучше. Уже попробовали на обычных Gemfan 7038, все балансированные. Потом попробовали на Gemfan 7042 новые, которые флеши. Сейчас 7040, потом есть 7045, но думаю 7045 уже не будет стать. Я думаю, вот эти самые лучшие пропы, самые дорогие, самые качественные, самый приятный материал. Баланс. Все как надо. Так, вот тут надо сделать небольшую ремарку. Да, пропеллеры очень неплохие. И во время тестов, я проводил тесты перед взлетом на 4 типах пропеллеров, но проводил с батарейкой 1500 мА, то есть маленькая гоночная батарейка, и вот эти HQ показали минимальное потребление, у них было самое классное потребление, они действительно чуть-чуть только нюхают аккумулятор, очень эффективно летят. Но если мы начинаем коптер нагружать, вот как сейчас, аккумуляторы весят приблизительно 600-700 грамм, плюс коптер 300, ну то есть выходит, что там целиком вес полетный около 950 тысяч грамм. Поэтому эти пропеллеры здесь уже не годятся. Посмотрите на потребление 20 ампер почти потребление и практически 450-500 мАч на километр.
Это очень много, и с таким потреблением далеко вы точно не улетите. Поэтому решено было сменить пропеллеры на более подходящий 7038. Уже проверенный вариант, хорошо идут, хотя и немножко хуже вибрация. Вот здесь, кстати, в ускоренном темпе видно, насколько дико его уводит по яву. Соответственно, мы летели на самом деле не по прямой, а по огромной такой дуге. Теперь у меня лолипопка торчала вверх, картинка идеальная, на расстоянии 8,5 километров, 600 милливатт, по-моему, все так же было, поэтому все с этим на самом деле четко. То, что картинка немножко темнее, это сплиттер для FPV-системы, он немножко делает картинку темнее. В остальном же, на самом деле, помех в картинке нет, картинка идеальная. Crossfire систему поставили антенну V-образно под 90 градусов практически друг к другу. RSSI, то есть Link Quality, все время приблизительно в районе 70-80. Я вращал антенну на передатчике на аппаратуре, ставил антенну под разными углами, и это никакой роли не играет. В данном случае, получается, антенна во всех плоскостях приблизительно одинаково принимает. Да, конечно, сигнал не стопроцентный, 90-80 RSSI здесь редко проскакивает, но зато он стабильно 70, под каким бы углом коптер не летел. Итак, идет 16 километр, 15,2, 15,3. Сказать про видеосистему ничего плохого не могу, она в принципе хорошо отражает сигнал, то есть отлично видно, что внизу небольшая рябь есть, но так все видно. И потом случается вот это вот вылет. Спустя некоторое время происходит еще один вылет. Я не знаю, то есть что происходит, для меня остается до сих пор загадкой, поскольку на самом деле от камеры видеосигнал шел абсолютно гладко. На основной ДВР-ке это видно, которая была на борту аппарата. Подлетая к 16 километру, 15,8, ну, очевидно, вот сейчас уже 15,9, ОСД пропал насовсем, но видеокамера, сигнал остался. И ОСД с тех больше не появилось. Поэтому я лечу еще, ну не знаю, секунд 10-15 вперед, чтобы точно было 16 километров, чтобы тут никаких споров не было. 15,9 там было уже на ОСД, когда я до того, как я полетел. После этого я разворачиваюсь. И куда лететь? А лететь-то неизвестно куда. У компаса нет, ничего не видно. Я врубаю просто возврат домой. Отрубилась наша с вами ОСД. Пропала картинка, потом отрубилась ОСДшка. Картинка черно-белая, но абсолютно стабильная. Ну, то есть полностью картинка не пропадает. Антенна отлично работает, лолипопка стоит. Хорошо, хорошая антенна. Но без ОСД, конечно, блин, я не уверен, что он, короче... Ну, я надеюсь, что он туда летит. Он сейчас летит домой, вроде стабильно летит. Летим чисто по приборам, я особо картинку не смотрю, но я знаю, что вот я лечу сейчас на дорогу, которая приблизительно в 6 километрах отсюда. То есть, ну, примерно 6 километров осталось. Бата 13,7, 13,9, что-то такое, 13,6, 13,7, 13,2, ну, прыгает немножко. Я время от времени корректирую курс, я сейчас лечу в Акро, да, все еще. Иногда корректирую возвратом домой курс, чтобы он выровнялся в нашу сторону, он там, ну, градус 2 плавает. Он выравнивается, я снова включаю акро и лечу дальше прямо. Стараюсь скорость держать, но сказать сложно, на какой скорости он летит. Ну, вроде нормально. Я надеюсь, что долетим, баты вроде как еще хватает. 8 ампер сожжено, еще 2 ампера осталось. Должно хватить на 6 километров. Ну, тютелька в тютельку, если мы, конечно, сможем сразу на нас вылететь.
Походу долетели. Батарейка 13.1, 12.9. Высота опускается плавненько, потребление не очень высокое, что-то в районе 15 ампер. Жестко, конечно, но для меня это первый опыт. Хорошо, что Crossfire оборудован такой приятной системой с телеметрией. То есть даже не видя картинки я мог бы вполне нормально долететь домой. Скорость, к сожалению, здесь не выводится. Все остальное можно здесь проверить. Садимся потихонечку. Я хочу посмотреть, может все-таки получилось ОСД добыть чудным образом. Может быть, когда я сяду, покажет статистику, было бы неплохо. Удержание точки. К сожалению, парни, ОСД нет. Оно еще слегка фонит, но, блин, 16 километров все видели. К сожалению, хз, что случилось. Может, камеру отрубить? Давай камеру отрубим, и может ОСД появится. ОСД нет вообще. Хз, может быть, платка, полетный контроллер сдох, может быть, еще что-то. 9600 мы потратили, напряжение сейчас 13,5, я дома замерю на зарядке, сколько зальется в батке. Сейчас датчик вроде как калибровался лучше. На самом деле я все так же не смог это калибровать. Датчик только по-человечески, не знаю почему, но теперь он показывает гораздо больше, чем на самом деле было потрачено. То есть в этот раз было потрачено 7,5 ампер, приблизительно чуть больше, чуть меньше, но 7600 зарядилось обратно в батарейке. Кроме того, по поводу самого полета, мы пролетели не очень эффективно, согласен, 16 километров мы осилили, но летели мы по вот такущей дуге красного цвета, а обратно летели вообще хрен пойми как. То есть вот я нарисовал приблизительно синим цветом то, как я предполагаю, мы летели назад, поскольку вообще никаких ориентиров не было, летели по возврату домой, постоянно корректируя курс. В целом 16 плюс 16 достигнуто достаточно легко, как оказалось, потрачено меньше 8 ампер, то есть эта батарейка даже не сильно в норму усадили. Предполагаю, что 20-20 все-таки мы осилим. Но когда, это вопрос времени. Кроме того, со следующего полета я, скорее всего, буду логировать весь полет на флешку, чтобы вот таких ситуаций не было, чтобы я точно имел все координаты и все остальные данные с полетного контроля, которые можно будет потом как-то анализировать. Ну и дополнительным бонусом давайте посмотрим, как Игорь сейчас слетает на вот этом аппарате. Это его собственная рама, но очень похожа на G2 от TBS. Но он его немножко по-другому сделал. Тоже неплохо получилось, что это в районе 75 или что-то такое грамм вес рамки. Но он сейчас летает на 6-дюймовых пропах. Хочет летать вон туда, либо вон туда. Но я его говорю вон туда, но он хочет сначала вон туда попробовать. Давай ты вот до тут долетишь, если тебе понравится, ты дальше летаешь. Я вам давайте покажу только DVR-ку, а HD-видео вы посмотрите у Игоря на канале. Побежал! Спасатель я просто. Да, теперь поговорим о дальнолете. Дальнолет справится со своей задачей. Наша задача теперь немножко поднять эффективность, чтобы осилить 18-18 без каких-либо проблем. А потом будем думать уже о 20-20. Проб сломал. Все, выкидывай. Выкидывай его. Батарейки отстегнулись. Как этого добиться? Что нужно сделать для того, чтобы осилить это? Сказать сложно. Будем искать варианты. Возможно, на G2. Там целиком коптер, по-моему, грамм на 40 легче. Можно его еще облегчить. Выкинуть сплит, поставить мини-сплит, поставить 20 на 20 электронику. С таким сетапом мы слетаем 20 на 20 и даже может быть больше. Вопрос в другом. Кому это надо? Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Посмотрите HD картинку Игоря с вот этого полета в горы. Я сейчас еще все-таки слетаю на дальнолете вот на тот дальний холм. Туда на самом деле недалеко, километра 3, я думаю, максимум. А может быть меньше. Вот мне вот интересно, вот возьму и слетаю.